приветствовать. Привет, Игорек. Привет, Андрей. Привет, Олеж. Привет. Паша Павлов. Приветствую тебя, Пашка. Жемчужина нашей организации. Три поединка. Самые сильные оппоненты были. 3 победы. За 3 боя 8 нокдаунов. Наверное, я не знаю, все боятся тебя в твоей весовой и не только. При том, что лицо добряка, я не знаю, сколько тебе лет, напомни, ребята? 20 лет мне. Да, который убивает просто всех на Махаче. Со скольки лет в спорт попал? В спорт я попал относительно рано. Я с 2006 года, это мне было 8 лет. Ну, я так скажу, изначально в младших классах я был мальчиком, ну, обижали меня так немного, парни там могли обижать. Были даже ситуации, что там и девочки меня били, то есть разное было. Но, как бы, папа у меня такой мужичара очень серьезный, я бы сказал. И он понял, что не должен таким сын его расти, и понял, что надо давать мне на спорт. Мы там пробовали пару секций, это было, по-моему, и карате, и, ну, что-то типа там вот это до, после. Ну, не заходило мне ничего. И потом папиного товарища, подруга, меня тренировала 10 лет женщина боксу. Это его подруга, меня туда отправили, и, в принципе, как бы мне заходило. Бондарь Валентина Анатольевна, если вы смотрите, большой вам привет, спасибо вам большое за этих 10 лет. Всю базу бокса это она мне дала, и то, что вы видите, большинство, это ее заслуги. Жизнь в селе, ну, я думаю, многие понимают, ничего нет, один магазин, вокруг все, ну, выпивают, я не знаю, ну, такая жизнь обычная. Ну, в один момент думаю, что мне терять? Мне уже так, как бы возраст, и когда еще там должны мои мечты осуществляться? Я набрал, там, помню этот номер, мне сказали, приезжай на просмотр. Я буквально собрался за 2 дня, выехал в Киев, не знаю, где я буду ночевать. Я как бы парень из села, я мало что знаю там, допустим, я мало что знал. И, я выехал, я помню, сижу на лавочке, не знаю, где буду ночевать, у меня 1000 гривен на кармане. Сижу. Это какой год был? Ну, 21 год мне было, сейчас мне 31, ну, 10 лет назад. Сижу на лавочке, и возле меня подсаживается одна бабушка, ну, с дедушкой, такие какие-то, ну, приятные, ну, приятная внешность. Ну, просто не буду долго говорить. Как оказалось, это друзья Богдана Ступки на тот момент. Они там занимались балетом. Александра Майорова, дочка у них. Вот, ну, это так. И я с ними разговорился, так по простоте души рассказал им свои, вот, что я сюда приехал, и они мне предложили у них остановиться. Я так 7 месяцев у них жил, тренировался, я никогда в жизни не выступал до того момента, но у меня был в лесу мешок. Я его бил, там мечтал о своем, и мне за 1,5 недели устроили просмотр, который я прошел, ну, то есть при том, что у меня техники 0 было. Вот так вот начал заниматься. Я закончил школу, закончил с плохими оценками. Начался разговор от родителей, что никуда меня не возьмут, никуда не поступлю, все, капец. Это большие деньги, у родителей денег нету, чтобы куда-то мне там в ту же мореходку, допустим, моряком пойти, как все это делают. Денег нет. Отец говорит, все, пойдешь ты двоечник, закончил плохо школу, пойдешь, там у нас, грубо говоря, ПТУ есть, короче. Пойдешь туда хотя бы, закончишь там и пойдешь дальше в вышку. Я в жестком депрессняке, потому что среди, ну, друзей, как это ПТУ, как вообще у меня жесткий депрессняк, такие именно мысли шли, вообще непонимание, вообще, что делать, как. В жестком депрессняке был. Потом поступил я, значит, и параллельно пришел в зал, именно к своему тренеру, с которым я и сейчас же. И в этот момент начал осознавать вообще, ну, что в этой жизни я хочу от себя. Начал заниматься и начал понимать, что я могу благодаря спорту, ну, выбиться в люди. Не обязательно идти работать, учиться там, или тем более, если это мне не нужно и мне это не нравится. И вот благодаря этой ситуации я вот сейчас здесь и выступаю в этой организации.
Начинал я спорт, это с 7 лет, я уже пошел на бокс, то есть мне отец предложил, я сказал, да, хочу попробовать, мне понравилось. Я занимался именно чисто боксом до лет 15, потом получил серьезную травму, там с велика упал, по сути. Ну, мне сделали операцию и запретили боксом заниматься, то есть я еще пошел на футбол. Потом у меня травма прошла, я занимался боксом и футболом, и мне предложили в Бровары поступить. Ну, это высшее училище физической культуры, получается. Ну, мне пришлось выбрать бокс. Я там отучился 5 лет, выполнил за это время мастера спорта, стал чемпионом Украины, участником Европы. И потом все-таки я решил уйти, ну, потому как там мне не особо понравилось, то есть в плане финансового, можно сказать, ну, трудно было жить, можно сказать. Как бы на родительской шее я не собирался жить уже с 18 лет, то есть как бы, ну, у родителей по минимуму просил, а то вообще не просил деньги. Ну и потом я, получается, как раз вот приехал в Шостку, и вот, может, месяца 2 прошло, известный вам Илья Бурый, это, Сысоев, да, это он мне сказал, получается, там такая тема, Махач, там, ну, да, уже Махач было известно, да, на кастинге, что говорили, что Махач, да. Там, ну, бои на кулачных, я еду на кастинг 100%, но он мне сказал так за 2 дня, наверное, типа, едешь, не, я такой сначала, типа, несерьезно это воспринял, да, я не знаю, что вообще, такой, да не, едь. Он же поехал сам, приезжает, я же ему сразу, что там, как-то, там ты что, круто, все там на таком уровне, там лапы били, там снаряды, тренера, там зал, пушка, париматч типа спонсор. Я же такой сразу на кастинг написал там свое резюме. И мне говорят же, приезжай в Киев сам, типа, я приехал, вроде как там лапыш ударил, снаряды. Ну, сказали там, что скорость хорошая, такой удар слабенький, такой, посмотрим, там уже пары заняты в твоем весе. Ну, я так хотел подраться, типа. То есть, ты уже бы... после кастинга доехал? Да, я помню, сам ты один приехал, да. И, получается, хотел подраться, но по шалюхе уже написали, получается, да, принят. Ну, а мне не писали, тут раз, типа, оп, и поехал я на первый бой. Среди 3 поединков, какой тебе дался сложнее всего? Ну вот второй бой, ну, наверное, самый легкий, это понятно, ну, с Калибри. Нокаут. Ну, по печени, да. Я и зарядился, если честно. Я мог, как бы, устраивать, можно сказать, тоже по лицу, вот как с Тёмой, там, кровь. Ну, я зарядился на печень, думаю, хочу вот по печени, что не могу по печени. С Реалом все так получилось, что все в головах, а тут печень, и все четко. А вот тут-то, как бы, надо разобрать. С Тёмой, как бы, у нас был, ну, по сути, с Тёмой закончился нокаутом, ну, остановкой боя в 3-м раунде, а с Реалом все раунды. С Тёмой 2 нокдауна, с Реалом 4, но с Реалом был бокс, ну, чистый бокс, получается. Мы боксировали, он мне попал, я первый, как бы, упал. Я не знаю, тоже я потом пересматривал, но в бою не так. В бою я такой падаю, у меня такое желание встать, потому что, ну, нокдаун, я такой пытаюсь показать, что у меня нормально все, а меня так в сторону, и, получается, меня так подшатнуло. А потом же уже начал отвечать, я как поймал кураж на этих нокдаунах. Ну, нормально, там просто бокс, там не было вот этой грязи, мы в клинче разъединились, как бы, на дальней дистанции, как бы. А вот с Тёмой, наверное, с Тёмой сложнее, потому что, ну, там больше он давил, особенно первый раунд вообще. И в первом раунде он мне такой звоночек по носу сделал конкретный, так навстречу. Во втором раунде уже, когда навстречу мы ударили. Кстати, я заметил, Андрей, когда ты говоришь «поддержим бойцов», у меня же такой второй раз Реалом, ты говоришь «поддержим бойцов», тут ляп, и тут с Тёмой «поддержим бойцов», секунду, ляп, и мы вдвоем, но он падает, а мне по носу, я просто, у меня, ну, слезы на глазах, у меня кровь, так, ну, красивый, мне понравился бой очень с Тёмой тоже. Я думаю, с Тёмой самый тяжелый был. Насколько я знаю, когда подрался ты с Витей Евтюшкиным по прозвищу Витя Маори, сломал ты ему челюсть там, но вы стали там очень близкими друзьями. Расскажи эту историю, пожалуйста. Ну, изначально, вот как-то, когда мы пришли на кастинг, ну, я увидел, что мы там с ним так по чуть-чуть... Вы же на одном кастинге были, да? Да. Мы там познакомились, в принципе, я не думал, что он будет моим соперником. Ну, вот после драки, не знаю, вот он... Я увидел, что он нормальный человек, нормальный мужик. Он меня удивил, во-первых, очень сильно. Я не знаю, я не буду говорить, что я там был не готов или
Нокдаун у тебя был, да? Ты говорил, вроде это первый раз тебя посадили на задницу. Первый раз, да, я упал. Ну, я не скажу там, что я был потрясен. Меня сбило с ног. Но все равно, какая разница, я упал. После этого, я даже когда упал, я думаю, бля, какого фига. Люди ж смотрят. После этого вот мы какой-то период не общались после боя. Но мне как-то, ну, вроде, я знаю, поломана челюсть, мне неудобно. Я вроде думаю, ну такое как бы получилось. Как же жить с ним Да. теперь? Я потом все-таки написал. Я вижу, он так как-то тепло, ну, отозвался. И, ну, я думаю, вообще круто. И человек мне приятен, и такой бой закатили, как мне показалось. Конечно, чего-то не хватало. Ну, бой как будто не законченный. Но в то же время сейчас до сих пор общаемся. Он мне после этого второй бой, когда у меня должен был быть, он же говорит, приехал болеть за тебя, Да, да. я буду в твоем углу. Это, ну, такая поддержка теплая. Кстати, когда был первый сезон Махача, это были отборочные поединки, и вы же не знали своего оппонента. Да. Подошел Пижон ко мне и говорит, да он сборник, я не буду с ним драться. Поэтому Вове отдельный привет. Теперь это друзья с Игорем. Закатили они тогда яркий бой. И хочу сказать, что во втором поединке ты вырос, ну, очень сильно. Что поменялось, что изменилось в твоей подготовке? Начнем с того, что в первом бою вообще не было подготовки. Как бы боксом я перестал заниматься 6 лет назад. Это я переехал в Киев. И занимался я так. Я мог там недельку заниматься, где-то походить там на какой-то сам, потом месяц не ходить. Мог недельку походить на кикбоксинг, потом месяц опять не заниматься. Ну, этого, конечно, не хотел. То есть подготовки, грубо говоря, не было. Это, я думаю, все заметили по первому бою, потому что дыхалки мне хватило только на первый раунд. Все, второй, третий я вообще абсолютно не дышал. После этого, спасибо большое, Андрюха, тебе, я обратился к Андрею с просьбой о том, чтобы он мне помог найти место, где я могу подготовиться. Андрюха сразу же отозвался, он сделал мне карту в зале по рематчу, сказал, вот приходи, тренируйся. Я обратился к Вячеславу Владимировичу Сенченко, я знаю, что он там тренирует своих пацанов, профессионалов, спросил, не будет ли им как бы накладно, если я там присоединюсь к их тренировкам, буду спарринговать там по возможности с пацанами. И вот перед вторым боем я 5 недель протренировался, так сказать, провел такой тренировочный лагерь с Вячеславом Владимировичем, с его бойцами. Спасибо большое всем. Спарринги с ними показали уровень, когда я вышел на второй бой, и на первый разница была очень большая. Ну, конечно, когда спарринговал Игорек с топ-25 профбоксерами рейтинга WBO, там WBA. Карен уже в десятке, ебать. Да, в десятке. На второй бой он выскочил, я не успел, просто проморгал, как этот поединок прошел. Его оппонент, Грешник, вышел с гематомами под глазами. Этот бой был остановлен углом и врачами. Просто невероятно накидал. Я не представляю, если он будет тренироваться, что ты дальше будешь показывать. Да, у меня, я так извиняюсь, что я перебиваю, у меня очень кардинальные планы. Я очень сильно хочу выиграть гран-при. В легком весе. Да. Я буду продолжать подготовку с теми же людьми. Надеюсь, что ничего этому не помешает, никакие травмы, никакие другие обстоятельства. И с каждым боем я более чем уверен, я буду расти далее и далее. Это второй бой, это была не максимальная моя форма. Да, я вышел в хорошей форме, но это была далеко не максимальная форма. Я могу намного лучше. Поэтому хочу напомнить своим оппонентам, как я сказал после первого боя, что это мой прайд, я тут король лев. И поэтому, пацаны, тренируйтесь, потому что будет тяжело. А что родители говорят касательно вот твоих выступлений, поединков в Махаче? Ну, там говорят, Олеж, может, не надо, или поддерживают? Ну, мама меня поддерживает, конечно, и папа поддерживает. Бабушка очень сильно переживает за меня, очень волнуется. Там, почему я и выиграю, потому что бабушка ставит за меня свечи всегда дома. Она мне звонит, говорит, я за 2 дня ставлю тебе свечи, там, чтобы все у тебя было хорошо, за тебя молюсь. Я говорю, все, спасибо, бабушка, большое, я обязательно выиграю. Ну, моя цель – это обеспечить отца, маму, бабушку с дедушкой. Вот моя цель – их обеспечить, чтобы они не нуждались в деньгах, в работе. И вот для меня это самое главное. Правильное желание.
А в свободное время от тренировок чем ты занимаешься или восстанавливаешься? Возможно, ты работаешь, возможно, есть какие-то увлечения. Не, слава богу, не работаю. Увлечение сейчас, как Беринчик, он с металлоискателем ходит по лесу. Вот это мое хобби сейчас тоже. Я там с братом с металлоискателем по лесу прошлись, прогулялись. А так как погода сейчас хорошая, то в свободное время в основном с девушкой там в лес сходим, там, возьму машину у родителей там, или у кого-то, съездим там на природу, прогуляемся. Ну, так, в свободное время. Я выхожу, мне все равно, кто там будет. Я выхожу побеждать, точно не дам себя бить просто так. И до последней капли буду драться. И я не буду говорить, может быть, для зрителя, для кого угодно, я не буду фаворитом, но внутри себя я знаю, кто я. Я знаю, для чего я пришел, и знаю, почему я вот эти трудности прохожу. Я знаю, что мне нужно сделать. Вот и все. Кстати, с Ваней мы, как и со всеми бойцами, которые у нас на сборах, топовые бойцы, лучшие бойцы, подписываем контракт с организацией «Махач». Ваня будет вас радовать своими поединками все больше и больше. С вами был Иван Лановенко по прозвищу «Воин». Будет здесь его инстаграм. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте и поддерживайте Ивана. Спасибо, Вань, что с нами. С Игорем мы подписываем контракт. Теперь это официально боец Махача. Следите за ним. Будет его инстаграм здесь снизу. Ссылочка. Подписывайтесь, комментируйте, следите за его боями. Я думаю, Игорь вас не будет подводить. Спасибо тебе, что с нами. Спасибо тебе большое. Наверное, я смотрю комментарии, каждый второй комментарий, это Паша За тебя красавчик. больше всех тоже. Да, Павел молодец, там, как всегда, пушка, блин. Я честно смотрю эти комментарии, я очень вам благодарен. Спасибо, что вы поддержите. Эта поддержка действительно, помогает. Одно поддержка семьи, друзей, там, девушки, но когда я захожу на YouTube, и там комментарии там 500 и 400 за меня, мне очень приятно. Спасибо. Я думаю, я вас не буду подводить, я думаю, я буду стараться и делать все так же. С Пашей мы подписываем контракт. Один из лучших бойцов Махача. Здесь будет его инстаграм. Подписываемся на Пашу, поддержим его, комментируем его поединки. Спасибо, Паша, что с нами. Спасибо. Махач – это кровь и переломы. Это сила воли. Это жесткий характер. Махач – это любовь. Это кровавое месиво. Махач только для воинов. Махач – это мой прайд. И я здесь король лев.